Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Павел Павлович Макеев, учитель с большим сердцем и большим педагогическим талантом. Он любимчик всех 11 классов. Как ему это удается, с какими трудностями он сталкивается, о чем мечтает, на эти и другие вопросы отвечает наш новый друг Павел Павлович Макеев. Павел Павлович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время для интервью. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Проходите, пожалуйста. Я с большим удовольствием буду говорить с вами. Кстати, мы, наверное, не в школе будем общаться, а в другом месте. Павел Павлович, а где вы предлагаете? Вы знаете, у нас при школе есть замечательный сад с фруктовыми деревьями. Пойдемте, я покажу его, и там побеседуем. Здравствуйте, Павел Павлович, как ваши дела? Павел Павлович, вы в школе знаменитость, вас любят подростки, а это не просто. Как вы их увлекаете? Хотелось бы узнать о ваших педагогических принципах, о секретах профессии. Еще, я надеюсь, мы лучше поймем принципы мужской педагогики, ее преимущества, отличительные черты мужчин-педагога. Павел Павлович, с какой деятельностью можно сравнить профессию педагога, преподавателя? Известный Ян Амос Каменский, это чешский педагог-гуманист и садовод-любитель, говоря об учительском труде в своей великой дидактике, приводил пример о саде и работе садовника. Давайте совершим прогулку по саду, вглядываясь в каждодневный труд садовника. И мы, учителя и педагоги, сможем по-новому взглянуть на привычные, окружающие нас вещи и извлечь мудрость из садоводства. Солнце ли, туман ли, слякоть ли на улице, каждое утро садовник собирается идти в сад. Он долгое время высматривал участок под сад, изучал его, читал книги по садоводству, советовался с родными и друзьями, искал средства на его приобретение. Некоторые его друзья отговаривали купить участок, объясняя ему, что это тяжелая работа и что это неблагодарный труд. Много лет пройдет, прежде чем увидишь урожай. Кстати, и у меня так было. А садовник мечтал о саде, потихоньку работал на своем участке и не отказался от своего решения. Павел Павлович, а скажите, пожалуйста, чем вы гордитесь? У садовника его богатство – это его деревья, которые ему достаются по-разному. Одни он покупает на рынке, другие ему приносят из других садов. Некоторые являются черенками от родных деревьев сада. Для каждого дерева будет найдено свое место в саду и в душе садовника. Они все в одинаковой степени будут обласканы его взором, солнцем, ветром и птицами. Скажите, пожалуйста, а как у вас получается одинаково всех любить? Это же невозможно. Есть ребята, которые приносят проблемы, лишние хлопоты. Как с ними вы решаете вопрос? Есть одно хорошее правило. Нет нелюбимых детей. Есть детки, которых легко любить, и есть те, которых любить труднее. Но все равно мы, педагоги, любим их, просто прикладывая чуть больше усилий. Мы своих детей все равно любим, когда они набедокуривают. Кроме того, сад без разнообразия деревьев не сад. Разнообразие деревьев – предмет гордости садовника. Представьте себе, вишневые, яблочные, грушевые, сливовые, инжирные, ореховые деревья. Друг от друга они отличаются кроной, листвой, цветением, плодами. Все они разные, не лучше и не хуже, чем остальные, разные. Необходимо преподавателю запастись большим терпением. Вот смотрите, вишня – красавица, особенно в период цветения. Ее бело-розовые цветочки и аромат от них наполняют садовника прекрасным чувством. Плоды вишни, как мы знаем, немного кисловаты, а вот груша – она внешне скромна, и листья не требуют восхищения. Цветочки не источают тонкого аромата, однако медленно, без спешки, рождает она свои плоды. Уникальное явление – это, пожалуй, чудо-дерево инжир, теплолюбивое и способное расти в самых неожиданных местах, на обочине шоссе, между камнями в расселине и даже на крыше дома. А вы знаете, что инжир приносит урожай вкусных и полезных плодов или смокв 2 раза в год, в июле и сентябре? Слива – небольшое дерево с колючими ветвями, приходится изрядно повозиться, чтобы собрать с нее урожай. Павел Павлович,
давайте поговорим о вашей методике. Что важно уметь учителю, преподавателю? Начинающий садовник обязан знать базовые вещи. Насколько глубоко и широко копать, чтобы посадить молодое деревце, как часто его следует поливать, как и чем удобрять, определять период цветения, созревания плодов, когда и как собрать урожай. Опытный же садовник отличается от начинающего тем, что знает принципы обрезки, прививания деревьев, борьбы с заболеваниями и вредителями. Знаете ли вы, например, что лучшее время для обрезки негодных ветвей – поздняя зима или ранняя весна, до того, как начнется новый виток роста у дерева? Павел Павлович, а скажите, пожалуйста, как именно происходит процесс воспитания личности и особенно исправления порочных черт? Знаете ли, когда спустя несколько лет после посадки плодового дерева садовник обнаруживает, что ему не нравятся плоды посаженного дерева, он стоит перед выбором – выкорчевать дерево или привить к нему новый сорт. Как правило, садовники перебегают к прививке. После прививки новые плоды появляются на третий год. Суть прививки заключается в сращивании одного организма с другим, способным обеспечить первому рост и развитие. После прививки обе сущности представляют один целый усовершенствованный организм, приносящий более качественный урожай. Садовник принимает решение, поэтому важно, какие у него стандарты и на какие образцы он равняется. Расскажите, пожалуйста, о трудностях в профессии. Высаживая молодое деревце в землю, каждый садовод надеется, что выращенное дерево будет радовать его. Но чтобы вырастить большое, красивое дерево, садоводу придется защищать его от болезней. Самое распространенное грибковое заболевание – парша, приводящее дерево к обессиливанию, снижению количества и качества плодов. Грибок прикрепляется к листьям и при дождливой погоде или тумане начинает прорастать и распространяться. В первую очередь грибок поражает листья, а затем нежную кору деревьев, захватывая завязи будущих плодов. Даже опавшие листья, на которых был грибок, необходимо сжигать, так как парша зимует на опавших листьях. Поэтому садовник собирает листья и сжигает их или бросает в компост. Перегнивший в компосте грибок больше не является угрозой для деревьев. Для того, чтобы парши не было, дерево необходимо прореживать, создавая полноценное проветривание кроны дерева. Поэтому, например, я стараюсь устраивать своим ребятам такое проветривание. Ходим на выставки, проводим беседы, занимаемся какой-то благотворительностью. Труд, который на первый взгляд кажется несложным, незатейливым, в действительности требует знания и умений, которые приобретаются в течение многих лет. Павел Павлович, а давайте поговорим о том, что вас радует и о вашей мечте. Меня радует, когда мои ученики счастливые приходят в школу и уходят домой тоже счастливыми, когда они улыбаются на занятии от решенной задачи кейса. В школе в основном женщины. Нужны ли педагоги мужчины? Современное образование и общество страдает от того, что мало в школах, университетах педагогов мужчин, справедливых, добрых, честных, способных зажечь ребят к победам и преодолениям высот. Истинная мужская педагогика объединяет твердость, отцовскую доброту и справедливость, которой часто нашим воспитанникам так не хватает дома. Мы все, наверное, согласимся, что сердце мужчины-педагога уникально и достойно особой поддержки, почета и вознаграждения. Павел Павлович, а как вы отдыхаете и о чем мечтаете? Я люблю отдыхать с сыном и женой. Летом мы, как правило, на берегу моря. Моя супруга – мой лучший друг. Секрет нашей дружбы заключается во взаимном понимании, юморе и одинаковых ценностях. Мне, кстати, сегодня ее нужно забрать. Мы едем на день рождения. Последний вопрос. Павел Павлович, а что значит любить своих учеников? Как это любить? Я думаю, любовь педагога к своим воспитанникам – это значит отдавать свои лучшие мысли, душевные и физические силы, получая взамен надежду, что посеянные семена дадут в свое время добрые плоды, а иногда и счастье видеть и плоды своего труда. Как сказала одна моя знакомая пожилая преподавательница, уходит молодость, уходит жизнь, потрачены усилия, и лишь ухоженными и плодоносимыми остаются сады великого учителя.
Павел Павлович, спасибо большое за беседу. Я думаю, каждый из слушателей многое почерпнул для себя. Я могу пожелать терпения и любви к делу, которым вы занимаетесь. Спасибо большое.